Добрый день, друзья! Сегодняшняя тема нашего разговора – это зимний полив. Но я бы сказала, что это неправильное название – зимний полив. Чем зимний полив, например, отличается от летнего? Самый главный принцип полива наших орхидей, он основной принцип, даже самый главный – это основной принцип. Он ничем не отличается от летнего. Просто зимой у нас другие условия. Причем у всех условия разные. У кого-то есть холодные подоконники, причем очень холодные подоконники, потому что мы живем с вами в разных регионах. Например, у нас сейчас 25 градусов у меня в квартире. Я специально поставила термометр, чтобы вы понимали, о чем я буду говорить. И сегодня у нас идет дождь, поэтому даже в квартире 49% влажности. Но это комната, а есть подоконники. И у нас на улице сегодня 16 градусов тепла. Поэтому говорить о холодных подоконниках я еще не могу, а уже конец октября. А у кого-то уже зима. И подоконники действительно реально холодные. А наши цветы, наши любимые орхидеи как раз-таки стоят на этих холодных подоконниках. А еще есть полки внутри квартиры, на которых может быть вполне жарко, потому что есть еще центральное отопление. И подоконники тоже делятся на разные подоконники. У кого-то на самом подоконнике тепло, а под подоконником есть батарея. А у кого-то холодно в квартире, и не бывает выше 19 градусов тепла в самой квартире зимой. Поэтому условия у всех разные. И дать однозначный совет, как же поливать все наши орхидеи, но это просто невозможно. Есть какие-то основные принципы полива. Вот мы сегодня разберем с вами основные принципы полива. То есть как можно поливать орхидеи в тех или иных условиях. И прослушав и просмотрев эти принципы, вы должны сделать выводы относительно своей квартиры, своего дома, своих подоконников, ну и так далее. Давайте разбираться. Вы у меня всегда спрашиваете, как вы поливаете орхидеи зимой. Ничем у меня полив не отличается от летнего. То есть основной принцип полива. Всегда поливаю цветы только тогда, когда просохли корни. Это самое-самое главное. Но вы знаете, что у меня все цветы находятся в керамзите. И керамзит просыхает сам по себе очень быстро. Что в комнате, что на подоконниках. Все равно просыхает очень быстро. Вот смотрите, поливала 4 дня назад. Вот этот цветок стоит на подоконнике. Вот они, сухие корни. И вот с такими сухими корнями я даю еще просохнуть пару дней, и тогда поливаю. Но опять же, ничем мой полив от летнего не отличается. Я беру воду от 28 до 32 градусов. Всегда поливаю теплой водой. Всегда. Заливаю в горшочек. И даю постоять, пока все корни не станут. Вот видите, одни сразу становятся зелеными, веломен напитывается. Другие чуть дольше. Даю постоять до того момента, когда все корешки станут зелененькими. Но если бы вам не показывать сейчас, я бы еще эту орхидейку просушила бы пару дней. Это мой полив. Потом я это все сливаю. И никакой воды в двойном горшке не оставляю. Сейчас она постоит, уж раз начали поливать, пусть поливается. Вот эти две орхидейки стоят под белым освещением хороших светодиодных ламп. А когда орхидея стоит под хорошим освещением, она листиками начинает быстрее испарять влагу. Поэтому она и пьет, и просыхает тоже очень быстро.
Вот эти у меня орхидейки тоже просыхают за неделю. Смотрите, какие корешки. Обязательная просушка. Вот тоже такую сейчас не буду вам второй раз показывать, как поливаю, но принцип тот же самый. И еще один сразу нюанс. Вот на этой орхидее видно, что есть конденсат. Вот он, конденсат в горшке. На этот конденсат мы никогда не обращаем внимания. Мы обращаем внимание только на корни. Вот они, корни сухие, и тогда их поливаем. Если вы дадите вот при таких сухих корнях 1-2 дня просушки, но сейчас я рассказываю только про керамзит, 1-2 дня просушки, ничего не случится с орхидеей. Смотрите, она еще прекрасно растит цветонос. Вот он. Это Гоя. И еще покажу вам одну орхидею. Я вам ее люблю показывать. Этой орхидеи 10 ноября исполнится 16 лет, как она находится у меня. Ну, ей, наверное, все-таки чуть больше, потому что где-то она еще росла с годик. И эта орхидея находится на той же полке, где и Гоя. Посмотрите, она вытянула уже побольше цветоносик. Точно так же в горшке у нее есть и конденсат, и сухие корни. Но многие, очень многие боятся керамзита, нет такого керамзита. Ну, в общем, многие думают, что в коре содержание, чем в керамзите, значительно лучше, и поэтому у многих растут орхидеи в коре. И вот тут есть вот эти самые нюансы полива. В коре орхидей просыхают корни орхидей значительно дольше, чем в керамзите. И посмотрите, показываю вам свою Клеопатру, которая у меня еще растет в покупном горшке, которую я поливаю только по краю и еще не пересаживала. Она у меня наращивает корни. Скоро буду пересаживать, она еще прекрасно цветет. Камешек лежит для того, чтобы она не падала, потому что тяжелый цветонос. Камешек лежит для устойчивости. И вот когда у вас орхидеи содержатся в коре, а кора просыхает не только с внешней стороны, но и с внутренней. Внутри горшка она просыхает значительно дольше. Когда я содержала в коре, что я делала? Ну, во-первых, у меня было в каждом горшочке просверлено очень много дырочек. Ну, горшочки были не такие, другие, но все равно были с дырочками. Для того, чтобы воздух проходил сквозь горшок, и внутри горшка просыхало все значительно быстрее. Что в этом случае можно сделать? Точно так же можно поливать по краю горшка орхидею. Для того, чтобы все-таки она просыхала, ну, хотя бы за неделю. Потому что холодный подоконник и мокрые корни – это загнивание корней. Если у вас стоит орхидея, например, на прохладном, холодном, каком бы то там ни было подоконнике, и у вас от окна идет холод, какое бы стекло там, какие стеклопакеты ни были, все равно стекло всегда холодное. И вы даже можете сами посмотреть, с этой стороны, где орхидея находится в сторону к комнате, всегда просохнут корни. А с другой стороны, где холодный подоконник, всегда корни сохнут значительно дольше. И вот этот нюанс может быть губителен для орхидеи. Потому что в мокром, не то чтобы в мокром, а во влажном содержании и в холодном орхидея просто начинает гноить корни. Когда холодно, орхидея не так быстро испаряет листиками влагу, и корни долго остаются влажные и мокрые. И вот здесь могут быть загнивания корней именно с этой стороны. Нам нужно сделать так, чтобы орхидея просыхала значительно быстрее.
Здесь не нужно, например, горшок замачивать погружением. Я не говорю сейчас о том, что орхидея находится именно в покупном горшке. Даже если у вас уже посажена в вашу кору с мхом, там, с чем вы сажаете, кора – это очень грунт влагоемкий, и он дольше держит эту влагу. Значит, постарайтесь ее или поливать проливом, не замачиванием, а проливом. То есть поставили на какой-то горшочек возвышенность, а здесь поставили под нее, например, тазик, и просто пролили ее. Взяли грушу, набрали воды и просто пролили орхидею. Вода должна обязательно вся стечь. Если у вас там большие горшки, то проливайте по краю горшка, потому что кора, она все равно передаст эту влагу, намочит все. Она умеет передавать влагу от одной части к другой. Керамзит нет. Керамзит все стекло, все, он начинает сразу сохнуть, а кора долго остается влажной. Поэтому вот эти все нюансы нужно учитывать. Нужно учитывать холодный подоконник, нужно учитывать, например, теплые полки, если у вас они есть. Вот здесь постарайтесь создать для орхидеи такие условия, чтобы вы ее и поливали, но в то же время, чтобы она где-то за неделю просыхала, если очень холодные подоконники. И когда она просыхает, дайте ей еще 1-2 дня просохнуть, чтобы кора просохла и внутри горшка. Это обязательно. Ни в коем случае не оставляйте в коре орхидеи на мокрых пятках. Зимой это невозможно. Даже и летом в коре никаких мокрых пяток для орхидеи быть не может. Еще кора есть влагоемкая, а есть очень сухая кора. Но вы начинаете поливать кору, например, летом начинаете поливать замачиванием. Кора начинает со временем разрушаться, набирать больше влаги в себя. И вот вы к зиме, например, приходите к тому, что у вас кора становится очень влагоемкая. То есть набирает очень много влаги. И вот здесь думайте, решайте, как вам нужно полить орхидею. То есть не заливайте ее, не ставьте ее на полчаса намокать этот горшок в воде, потому что потом очень-очень сложно на холодном подоконнике просушить эту орхидею. То есть поливайте, как я уже сказала, поливайте по краю горшка хотя бы. А то, что касается теплых полок, ну там можно, конечно, изменить что-то, но вполне возможно, что ничего и не нужно менять. Если это тепло, если это точно так же, как летом, у вас, например, температура в квартире 26 градусов, ну что тут менять? Ничего. В поливе, в смысле. Но еще есть сухость воздуха. Если у вас нет увлажнителя, а воздух от батареи, от центрального отопления, там, я не знаю, от печки, в конце концов, он очень сухой. Тогда на этих полочках между горшочками поставьте обыкновенные стаканчики с водичкой. Эта водичка будет испаряться и создавать, ну, хотя бы какую-то влажность рядом с этими орхидеями. И для, например, воздушных корней это будет очень хорошо. А еще есть закрытая система посадки. И вот в этой закрытой системе, то есть когда у вас в горшках нет ни дырочек, ничего, мы сажаем просто в стеклянную колбочку и поливать можем только сверху. Новичкам никогда не советую такую посадку для орхидей, потому что специалист же, кто научился с этой системой работать, тот знает, что нужно поливать очень-очень мало, потому что вся вода скапливается внизу. И если у вас такой горшочек стоит в закрытой посадке на холодном подоконнике, то вода все равно здесь будет. И вода эта холодная будет. Она обязательно будет холодной. И вот здесь новичку очень сложно отрегулировать этот полив. То есть вылить из орхидеи эту воду, взять и перевернуть орхидею, но это практически невозможно. Здесь вот можно предложить просто небольшое опрыскивание сверху
грунта в этой закрытой системе. Чуть-чуть опрыскали, немножко, совершенно немножко там появилось воды, буквально там, не знаю, 2-3 миллиметра. И наблюдайте, здесь очень сложно просушить корни, поэтому, если вы новичок, ну, постарайтесь не использовать закрытую систему. Да, летом с ней не так сложно, а вот зимой сложно. Но если они у вас, эти орхидеи, стоят, опять же, на полках, в тепле, то тоже ничего не сложно. Вот если в квартире холодно, то это, ну, я могу сказать, что это не совсем хорошо для орхидеи. Но вообще-то каждый выбирает что-то свое. Кому-то нравится закрытая система. Я ушла от этой закрытой системы, пересадила последнюю орхидею, которая у меня была в закрытой системе, и в коре пересадила ее в керамзит. Кстати, она самая первая выбросила цветонос и прекрасно себя продолжает расти и чувствовать и в керамзите, и в двойном горшке. Так что каждый выбирает то, что ему больше нравится. Но нужно выбирать все-таки то, что нравится нашим орхидеям. Вернее, даже не то, что нравится нашим орхидеям, а то, что вам удобно будет поливать, содержать это растение и не навредить, самое главное, этому растению. Но выводы можно сделать только самому относительно наших условий, вернее, ваших условий. Я думаю, что нашей орхидеи достаточно постояла в воде. Вот смотрите, все корешочки стали зелененькие. Все. Здесь есть и раскукленные, молоденькие, воздушные корни. И она растит, корешочки. Давайте эту водичку выльем. Часто спрашиваете, как я из двойного горшка выливаю воду? Да очень просто. Я поднимаю горшок, даю возможность стечь в воде. Выливаю эту воду и ставлю назад орхидею просыхать. Но какие мы можем сделать выводы из этого? Нужно просто подумать, как же вам сделать так, чтобы ваши орхидеи были и напоены водой одновременно, и в то же время просыхали за 7-10 дней, не больше. Потому что если орхидея будет стоять целый месяц и просыхать в каком-то очень влагоемком грунте, она обязательно сгноит корни. Вот поэтому оцените свою ситуацию в доме. Заведите себе или термометр, или малюсенькую вот такую станцию, где вам будет показывать и влажность воздуха, и температуру. Ее достаточно одной, можно сегодня поставить на эту полочку, завтра поставить на ту полочку, поставить на подоконник, оценить температуру, в какой находится ваша орхидея, и принять решение, какой полив для вас более удобный, более комфортный будет для орхидеи, чтобы вы не залили эти корни, чтобы корни обязательно просыхали, и тогда ваша орхидея вас будет не только радовать своим долгим цветением, но и сейчас основная часть орхидей начинает готовиться к цветению и обязательно зацветут, потому что просушка корней — это самое важное в содержании наших орхидей. Так что решать, конечно, вам. Я могу только рассказать вам, что можно в этом случае сделать. И я думаю, что в следующее воскресенье выйдет еще одно видео, но это такое будет техническое видео, как можно сохранить наши орхидеи на холодных подоконниках или как сделать батарею не такой жарко пышущей. Ну, там будут просто лайфхаки. Расскажу вам, если вдруг у меня очень холодно, что делаю я на подоконниках, и что сделать можете вы, если вы действительно находитесь, ну, я не знаю, в условиях там крайнего севера, когда зима у вас длится значительно дольше, чем у нас. Вы очень часто просите показать наших котиков. У нас сегодня идет дождь, поэтому все котики пришли на диванчик. Под солнечное освещение, кто-то спит, а кто-то очень активно хочет поучаствовать в съемке.
Если будет интересно узнать продолжение, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Надеюсь, что будут приходить вам оповещения о новых видео, вышедших на канале, потому что сейчас у Ютуба что-то, какие-то есть изменения, и не всегда колокольчик срабатывает и показывает, что вышло новое видео. Но я стараюсь видео выпустить во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Ориентируйтесь на эти дни. До новых встреч, друзья!